Приветствую, друзья! Может, кому-то нравится, а кому-то нет, но русская армия продвигается вперед, и на картах можно это заметить. И очевидно, что каждый день фактически сейчас освобождается по одному, два, а то и три населенных пункта. И это, очевидно, позитивная динамика, и это свидетельствует о том, что все-таки медленно, но уверенно наша армия идет вперед, и, собственно, с этим бессмысленно спорить. При этом большое количество натовской техники сжигается каждые сутки, и, естественно, работают наши дроны камикадзе на различных направлениях, FPV-дроны и так далее. И, естественно, в сети все больше и больше появляется свидетельство о уничтоженной натовской военной технике. При этом нужно понимать, разведывательный контур русской армии работает таким образом, что как только наши дроны наблюдательные выявляют скопление у натовских наемников в какой-то точке около линии фронта, то, естественно, туда прилетает авиабомба с модулем коррекции и планирования. И там, конечно же, выжить очень-очень проблематично, с учетом того, что даже если персонажи и в бункер засели, то по факту у них будет очень и очень серьезная контузия, если не летальный исход. А вот в социальных сетях уже четко видно, что поток гробов в западные страны, он увеличился. И различные польские, чешские, литовские, немецкие, французские, британские, американские наемники сейчас все больше и больше едут домой в гробах, потому что, очевидно, пушечного мяса натовской частной военной компании ВСУ не хватает, и сейчас все-таки командование вынуждено использовать более дорогое пушечное мясо. И, естественно, подобный поток будет только увеличиваться. Параллельно с этим мы видим, что натовские наемники признают, что за прошедшую ночь фактически прилетело по объектам натовской частной военной компании ВСУ более 700 дронов различных, и это, знаете, очень серьезные рекорды, можно сказать, потому что, конечно же, такой наплыв дронов и ракет выдержит вряд ли какая-то система ПВО в мире, очевидно, такой не существует, и Соединенные Штаты, ЕС и Британия не пытались снабдить ПВО свою натовскую частную военную компанию, все равно это все для них очень печально заканчивается. На картах можно заметить, каким образом проходили эти атаки, и также больше всего досталось Луцку, потому что там все-таки очень много различных объектов натовской ЧВК, логистика и так далее были расположены. И, естественно, также очень жестко били по военным объектам в Житомире. И там, собственно, аэродром натовской ЧВК ВСУ Озерная подвергся очень и очень серьезным ударам. И это было видно даже со спутников, которые фиксировали там очень и очень обширные возгорания. И, конечно же, по нашим данным, там очень серьезные потери в матчасти у натовской ЧВК, потому что там как минимум уничтожено 2 истребителя F-16. Для понимания, что творилось в Луцке, можно посмотреть на это видео, и действительно, как натовские наемники не пытались сбивать российские дроны и ракеты, но тем не менее очень много попаданий было зафиксировано, и, собственно, натовское ПВО, если отработало процентов 5-10 целей, то это, можно сказать, их потолок. При этом режимники Зеленского вынуждены сообщать забавный факт. Оказывается, местное население поддерживает тех, кто пытается уклониться от натовской частной военной компании ВСУ и дезертирует, если все-таки человека насильно загребли туда. И на этом, конечно же, далеко не все. По признаниям самих режимников Зеленского, очень много граждан просто массово в ВКС РФ отправляют данные о месте расположения банд ТЦКшников для того, чтобы туда очень жестко прилетала дронами камикадзе Герань. И, собственно, сейчас эта вся тенденция, она только разрастается. И уже даже на российских дронах, которые прилетают по зданиям ТЦК, уже, знаете, прямо на украинской мове пишут благодарные письма. Интересно то, что обычные люди по факту сейчас массово поддерживают русскую армию и, естественно, хотят максимально быстрой кончины для банды ТЦКшников, полицаев и, естественно, для режима Зеленского. И, собственно, если в 2022 году натовская пропаганда имела место, то сейчас все-таки все эти конструкты и мифы развеялись, и осталась только суровая правда.
И здесь очевидно уже, что так называемые европейские ценности и семья европейских народов закончилась на деле просто рабством и вот бесправием. И сейчас, конечно же, большинство людей это прекрасно понимает. Но в первую очередь это видно, конечно же, в самой натовской частной военной компании. И вот уже журналист украинский Бойко обозначил, что на самом-то деле, чисто по реестрам, если смотреть, по ЕРДРу, то за вот период боевых действий, то дезертиров уже более 209 тысяч. Это только официальные цифры. И с учетом того, что до 2024 года многие вот уголовные дела против дезертиров запрещали заводить, то по факту цифры, естественно, гораздо больше. И мы таким образом упираемся в те цифры, которые были названы мной еще 1,5-2 года назад, что по факту там 300-400 тысяч только дезертиров. Но если брать сейчас, то очевидно, там уже цифра приближается к 500 тысячам дезертиров. И очевидно даже, что вот Бойко отмечает на самом-то деле режимники Зеленского там деньгами, запугиванием и так далее. Вот, пытались загнать обратно вот натовских наемников в ЧВК ВСУ, но получилось сделать это в отношении только вот 1,7%. Ну и если брать вот те уголовные дела, которые довели все-таки до суда и до каких-то вот обвинительных вердиктов, то это всего лишь 1%, потому что такой объем уголовных дел, конечно же, система режима Зеленского не вытягивает, и банально просто эти дела хранятся где-нибудь в архивах судов, и таким образом основная масса вот дезертиров вот из натовской ЧВК ВСУ просто вот остаются в такой серой юридической зоне у режима Зеленского, потому что трогать этих людей боятся, у них есть относительно боевой опыт, и естественно, если этих людей начать трогать, то они могут этот боевой опыт применять против полицаев и ТЦКшников. Если брать по месяцу, то получается 16-20 тысяч просто вот натовских наемников сбегает в месяц. И для того, чтобы просто поддерживать натовскую частную военную компанию в вот положении нуля, то по факту бандам ТЦКшников нужно вылавливать 16-20 тысяч вот пушечного мяса в месяц. А это, знаете, очень космические цифры с учетом того, что пушечное мясо ловить бандам ТЦКшников все сложнее. И очевидно, что, конечно, натовские наемники бегут массово и дезертируют из натовской ЧВК по ряду причин. Конечно же, есть вот некоторые, которые смотрят, например, на Вакарчука, который отплясывает на сцене, и у него справка с вот ТЦК о том, что ну, он просто ограниченно годный. Так сказать, здоровья у него не хватает, но скакать на сценах, как козел, у него хватает в полной мере, поэтому, конечно, это вызывает возмущение у многих. Конечно же, такие персонажи, как Лещенко, которые там в диско-клубах ночных отплясывают, вместе со Стерненко, там, с различными притулами и так далее, также имеют место, и люди возмущаются в отношении того, что все-таки каста неприкасаемых есть в недорейхе, которые просто вот делают, что хотят, и вообще они ориентируются чисто вот только на вот режим Зеленского. И, естественно, никто эту титулованную прослойку не имеет права трогать. И плевать они вообще на всех хотели. Но это далеко не самое главное, потому что, естественно, большинство натовских наемников за вот 3 года последних могли лично убедиться на практике, что по факту они не воюют за свою землю, за свой народ, за свой дом, за свою семью, потому что земля давным-давно продана западным корпорациям, недра, которые в этой земле, тоже давным-давно проданы, причем так, что даже 2 соглашения засекретил режим Зеленского, чтобы никто о них не знал, хотя в принципе его 3-го хватает для того, чтобы понять, что все недра фактически вот в Украине сейчас принадлежат на правах частной собственности Трампу. И это далеко не все, потому что на украинское государство, так называемое, которое юридически существует еще, повесили 500 миллиардов долгов, чтобы народ, который остался на этой проклятой территории, просто всегда жил, знаете, сотни лет с кредитным ярмом, которое просто невозможно сбросить с учетом объективной реальности. При этом нужно понимать, что уже больше 10 миллионов украинцев реально живут за чертой бедности и вынуждены экономить на еде, потому что каким-то образом выживать там очень и очень сложно. При этом такие условия создают, естественно, искусственно для того, чтобы как можно больше людей вынуждены были идти в натовскую частную военную компанию.
компанию как единственного, так сказать, работодателя для того, чтобы воевать против России. И это вот логика, которую британцы и вот американцы использовали в Сирии. Точно так же вот они делали максимально жесткие экономические условия, чтобы у людей не было банально рабочих мест, где они могли получать бы зарплату, и предлагали им единственное рабочее место в виде вот террористических различных организаций. Сейчас на территории вот Недорейха Зеленского эту схему повторили, только уже в больших масштабах. При этом в Евросоюзе уже приходит понимание того, что натовский недорейх придется содержать очень и очень долго, и уже, знаете, планируют выделять аж до 2029 года уже около 100 миллиардов евро для того, чтобы просто поддерживать боевые действия в том режиме, в котором они сейчас идут, или чуть на меньшем уровне, и это на самом-то деле для Евросоюза суровая реальность. При этом, собственно, канцлер Мерц немецкий уже обозначил, что дипломатические возможности и варианты исчерпаны, то есть по факту Евросоюз и конкретно вот в лице главаря Германии обозначают, что они уже готовы к войне с Россией, и война эта будет долгая и, конечно же, с учетом реальности, объективной, очень может легко перерасти в ядерную войну. Для того, чтобы посеять панику, в интернет вбрасывают различные якобы переговоры Трампа со своими инвесторами, и где Трамп рассказывает, что он и Москву, и Пекин готов забрасывать бомбами и так далее. Это, конечно же, вот глупости, естественно, бред сивой кобылы, потому что если бы подобная история случилась, то тогда бы уже можно было забыть за, в принципе, планету Земля, потому что и у Китая, и у Российской Федерации достаточно ядерного оружия, чтобы стереть и Вашингтон, и Нью-Йорк, и, в принципе, все Соединенные Штаты Америки с лица Земли. И, как можно заметить, риторика Трампа резко начала обостряться с учетом того, что по факту Российская Федерация, обозначив позицию и предложив мирные переговоры на тех условиях, которые предполагает Российская Конституция, просто обозлился и началась истерика. И, конечно же, это все было ожидаемо, потому что Трамп это в первую очередь ставленник международного олигархата, и он ничем особо от Байдена не отличается, ну, разве что только вот визуально, но по факту цели и задачи у них как стояли, так и стоят. И это нужно просто четко понимать. И, конечно же, сейчас вот истерия нагнетается, и вот не случайно уже вот через Европейский суд по правам человека, который, естественно, на правах частной собственности принадлежит англосаксам, обозначили, что, оказывается, в сбитии Боинга MH17 2014 года все-таки виновата Россия. И, естественно, по всем параметрам сделали Российскую Федерацию виноватой. Но здесь это все-таки больше напоминает, что, например, во времена гитлеровской Германии в 1944 году Гитлер, знаете, учредил свой какой-то там Берлинский суд, и этот Берлинский суд признал, что Красная Армия виновна в том, что закрывают немецкие концлагеря. Поэтому, очевидно, в этих параметрах воспринимать подобные новости с Евросоюза, это, естественно, также дело неблагодарное, потому что объективно с странами Евросоюза, с Британией и США сейчас идет прокси-война. И, естественно, говорить о какой-то там объективности или там честности суда просто бессмысленно. При этом в самих США продолжается скандал в отношении того, что, оказывается, дело Эпштейна, там оно очень наполнено друзьями Трампа. И так получилось, что Илон Маск об этом указал. Ну, а когда начали разбираться, что же случилось с Эпштейном, почему же он якобы самоубился в камере, то оказалось, с вот камеры видеонаблюдения пропала целая минута записи. И это было очевидно, это зафиксировали, и по этому поводу уже даже мемов кучу сделали, что в эту минуту в камеру к Эпштейну мог зайти абсолютно кто угодно. И Трамп, и Клинтон, и Билл Гейтс, и так далее. И, естественно, Эпштейна по факту убили. А сейчас при Трампе дело так же, как и при Байдене, и про других проамериканских там так называемых олигархах фактически сейчас просто блокируют. И обещание Трамп в отношении того, что он делает, рассекретит, так фактически не выполнил. А вот йеменские хуситы всегда выполняют то, что обещали, и вот они уже выложили видео, как они уничтожают очередной, собственно, вот сухогруз израильский, который шел под ложным флагом. Ну, это все вычислили, и по факту сейчас йеменские хуситы, как и обещали, пока вот продолжается геноцид в секторе Газа, то будут беспощадно бить по этим вот торговым судам. И, естественно, вот сейчас
очередной вот корабль пустили ко дну. При этом сегодня также сообщают, что подобного рода также сухогруз еще один также пустили ко дну. И я думаю, что буквально завтра, послезавтра выйдет по этому поводу подобное видео, где, собственно, второй уже очень серьезный по тоннажу вот корабль фактически хуситы посылают ко дну, потому что в Красном море они хозяева, и с этим не может сделать ничего даже Трамп, потому что недавно он уже объявлял войну хуситам, но в конечном итоге был вынужден все-таки согласиться с тем, что хуситы имеют право бить куда они захотят, хоть по Израилю, хоть по израильским кораблям и так далее. А вот Китай на этом фоне продолжает испытывать новые свои истребители, и можно заметить экспериментальный образец, который, знаете, очень и очень серьезно отличается от стандартных летательных аппаратов. Ну и, естественно, также в Китае очень активно разрабатывают надводные дроны, в том числе и, собственно, штурмующие дроны различные с вот там автоматическими там пулеметами, винтовками и так далее. Ну и, естественно, дроны камикадзе, которые также могут нести боевую часть. И сейчас там эти работы ведутся очень и очень больших масштабах. На этом, друзья, у меня сегодня все. Выводы, конечно, делайте сами. А также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции в описании. До скорого.